2002 год начинается снова Линарес. Уже по традиционной формуле игрался. Это будет последний турнир из этой серии, из десятки. Тут нечетное число было. 7 человек в 2 круга. 7 человек в 2 круга играют. Тут турнир уже складывался непросто, потому что за 2 тура до конца перед партией с Пономаревым, моей второй, у меня было +2, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, я выиграл Ананда, конечно, там. Я не выиграл у Широва, по-моему, там было 2 ничьи с Шировым. С Унчуком было 2 ничьи. Да, выиграл Адамс русскую партию. Интересную комбинацию провел, которая компьютер, естественно, опроверг. Вот, значит, такая красивая комбинация была. Вот, Адамс рассыпался сразу. Вот. И за 2 тура до конца, значит, у меня +2, я играю с Пономаревым. Была французская такая очень интересная партия была. Хорошо играл тогда, да? Он играл хорошо. Я, в общем, решил уже рискнуть, потому что я выпустил перевес большой. Но потом решил, нет, нельзя делать ничего, надо играть на победу. И, в общем, его запутал. Выиграл у Пономарева, да. И в последнем туре играем с Шировым, кстати. Я помню эту партию. Но это как раз вот типичного Широва, что он должен когда-нибудь же выиграть. И я тогда сыграл, по-моему, впервые я сыграл Челябинский, потому что мы начали готовить Челябинский уже. Вот, значит, вот один из, как говорится, несколько переходов было сделано. Значит, один из этих переходов был, что, значит, в принципе, вот на D4 я стал играть, и в матче с Крамником, вот 2001 год, я стал играть славянскую С6. Вот с Кабалей мы смотрели, как бы, значит, и очень много идей было здесь, в принципе. Я играл достаточно уверенно играл. А на Е4 все-таки, надо было что-то придумывать. И вот на Е4 мы начали уже довольно много смотреть Челябинский. Много. Потом я, кстати, Магнуса там я буду научу какие-то из старых разработок, в принципе, вот, потому что мы очень много смотрели там, самые разные схемы. Я-то как раз белыми-то, в принципе, играл вот здесь вообще или слон b5, или даже конь c3 играл. Очень много мы смотрели перед матчем с Крамником. Вот, Е5, слон c4, соответственно, то есть избегать конь f6, слон b5. То есть я избегал этого. То есть постоянно, я говорю, вот идеи там регулярно какие-то были. А Шировым, я помню, просто, значит, мы сыграли, он был очень удивлен, потому что, в принципе, как это Челябинский здесь, значит, да. Вот, значит, слон g5, a6, конь a3, b5, значит, слон f6, gf, конь d5, f5, и он пошел слон b5 пошел. Это его же это разработка. Да, он слон b5, как бы... Нет, его же, да, он с Латье так играл. В общем, да, он слон b5, я как раз рассчитывал на это. Я и слон g7 готовил, на самом деле много готовили. Причем он-то явно, как говорится, вот видно было, что он уже там проиграл там что-то 13 партий. Там, значит, вот сколько, оно, да, вот оно, вот сейчас-то оно, наконец, вот сейчас что-то оно случится. Вот, слон b5, а конь b5, значит, я пошел здесь на ладья a4, b4, да, вот это, ладья a4, b4, вот это шировская, вот это их, это Витолин, что ли. Разработка, да. Ладья ферзь h4, рокировка, ладья g8, вот, я помню, да, вот. Значит, здесь идея такая, что после c3 черный ходит f4, ферзь d4, ладья g2, вечный шах дает. Вот, как бы, меня устраивал, ничья, тут, в принципе, я уже гарантировал себе первое место, вот. И Широв тут страшно гордый, быстро пошел в 4. Я подумал, боюсь, что, конечно, горе такая позиция, такая шировская позиция. Как поплохело мне сначала. Вот. Потом взял себя в руки. Думал, хорошо, c3. Значит, у него шах на c7 грозит. Одна угроза есть. Надо от него защититься. А вообще-то у меня фигура лишняя. Вообще-то лишняя фигура, между прочим. Знаешь, как вот ты сейчас спокойно начинаешь думать. Лишняя фигура, пошел король d8. И что-то вот Широв как-то вот c3 пошел, по-моему, довольно быстро, еще ладья a6. И в общем выясняется, что, в принципе, фигура-то лишняя. И вообще-то у черных тоже есть угроза, между прочим. Да? Он начал, по-моему, a4 здесь сыграл. Да. Но он уже начал. Здесь, по-моему, ничья еще, белые как-то ничью конь c7 делали, по-моему, здесь как-то каким-то ходом. Я не помню. Конь dc7, что ли? Какая-то, не помню я какая-то. Да, конь bc7. Конь bc7. Да, какая-то ничья у белых еще была здесь. Вот. Но он там что-то, опять, он, видимо, не понял, что фигура лишняя. Вот. Fe, что ли, пошел здесь. Да. F5. Ну, очень красиво позиционно сыграл. Я пошел слон b7, помните, это просто, да. Я тут думаю, что вообще-то у меня фигура еще атака. Слон за пешку, плюс у меня еще атака. Вот, как бы. Что там? Ладья А2. Ладья А2 начал защищаться. Е3, не Е3. Е3, да. Е3, конечно, слона даже надо открыть. Слона надо открыть того еще. Конь Е3, да? Да.
Конь Е3, Ферзь Е4. ферзь Е4. Ну, как красиво, а черный тут. Ладья Е1. Ладья Е1, Конь Б4. конь Б4. Ну, тут в конце концов. ЦБ, ЦБ слон H6, слон H6. Но у нас же, же слоны. Всё как полагается, да. Король H1. Слон Е3. Ферзь Е2. Ну, это уже все. Тут ладья С6. Ладья, был еще ладья С6. Еще добавили, еще, чтобы совсем стало приятно. Все фигуры играют. Просто одна из них лишняя, повторяю. Опять ферзь Б4. Да, ну. Ферзь Е3. Конь Д6, ладья Д6. Ферзь Ферзь Е3. Е3, ферзь Д4 сдался. Ну да. Там была куча каких-то еще было комбинаций, но мне без комбинаций можно спокойно, знаешь, без дураков. Почему я говорю, всегда с Широм всегда интересные партии. Вот, всегда Да. играть было... Ну, молодец тоже, не сушил хотя бы. Ну, все, слон Б5, да. Начинается вот этот процесс, вот, который придет к Пражскому соглашению. В чем смысл этих соглашений? По сути, смысл смысл- объединить шахматный мир. Ну, смысл на самом деле был как бы упорядочить вообще вопрос розыгрыша, потому что я считал и продолжаю считать, что все-таки ФИДЕ с 1948 года стал организатором, но для того, чтобы ФИДЕ получила как бы легальные права, как бы формировать турниры чемпионата мира и провозглашать чемпиона мира, необходимо было все-таки согласие тех, кто это звание получил по исторической традиции. Ну и кроме того, здесь, я говорю, совпало с активностью Бессеркога. На тот момент тоже, в общем, решил вернуться в шахматную жизнь активно. В принципе, я уговорил Бессера, что это правильная идея, что надо использовать Прагу для этого всего. Вот, наверное, сейчас задним числом, конечно, все было неправильно, потому что Бессер должен был просто это сделать как в своей президентской кампании, а не обойтись без Рюмжинова. Но в тот момент как бы шахматному миру требовалось, запрос был. Я в данном случае отвечал во многом на запрос шахматного мира. Наверное, поэтому я в Прагу не выиграл. Я все равно играл там лучше остальных, но проиграл Иванчуку в переигровке. Причем выпустил выигрыш, имел большой игровой перевес, в принципе, но в переигровке не выиграл. Черными там выигранная позиция была у меня. Белыми имел перевес. И в итоге 5-я партия, там я уже проиграл, потому что в Армагеддоне. Я помню, когда, значит, я вынул белый цвет, выхожу там в комнату, значит, а там 4 ничьи у нас было. Ясер говорит, ну как, какой цвет вынул? Я говорю, белый. Надо сказал, Ясеру не повезло. Как момент был, когда многое могло поменяться. Я говорю, решись, Бессер в 2002 году баллотироваться в президенты, не проявил он тогда вот такую, ну, скажем, осторожность, там, вот, не потеряя 4 года он, то правление Рюмжинова кончилось бы гораздо раньше. В 2002 году, я думаю, что он просто был не в состоянии кампанию вести. Я думаю, что Бессер достаточно легко бы выиграл. Ну, не легко, но во всяком случае. Да. Он победил, потому что Рюмжинов в тот момент еще не располагал, вот, ну, во-первых, теми свободными ресурсами, потому что внутри Калмыкии шла там борьба своя там у него, там, за политическое выживание. Ну и кроме того, его как бы ценность как представителя разнообразных российских интересов за пределами шахмат, она еще не достигла того критического уровня, который там будет, скажем, в 2014 году, когда я там буду баллотироваться. 2002 год мог стать переломным, а я с 2001 года как бы начал вот вообще разные идеи продумывать унификации шахматного мира. Ну, по крайней мере, думал, что как-то, может быть, удастся все это свести вместе. Одна из идей была это вот тот самый универсальный рейтинг придумать, потому что уже ясно было, что и Рапид, и Блиц, все это становится частью шахматного мира, и надо как-то все это интегрировать, потому что если звание там в нокауте разыгрывается уже и в Рапид, и в Блиц, то странно, если они не имеют своей как бы ценности, независимой ценности внутри одной системы, то есть как бы, потому что считалось по-разному, и продолжается считаться по-разному. С моей точки зрения, это, конечно, неправильно. Ну, в итоге появится в Гранд-Честу универсальный рейтинг, на мой взгляд, являющийся как бы, ну, правильным отражением шахматной силы, особенно учитывая, сейчас, когда Магнус, там, лучший шахматист мира, просто минимизирует свое участие в классических турнирах. А в итоге итогом станет соглашение, идея, как бы, что проведение параллельных циклов, там Крамник там, должен доиграть, Слека должен был быть. Нет, Крамник должен провести отбор. Отбор, да. Ну, отбор, и потом сыграть матч с победителем этого отбора, а вы должны, как сильнейший шахматист мира, сыграть с Пономаревым. С Пономаревым, да. Ну, такие как бы полуфиналы, ну, условно скажем. Полуфинал, да. Ну, объединительного цикла. Объединительного цикла. Ну, Крамник отбор провел, дать ему должность, Слека сыграл. А вот мой матч с Пономаревым не состоялся. Почему?
Ну, тут надо спрашивать у людей, которые... Ну, вы как думаете? Ну, я бы, конечно, у Сильвия поинтересовался бы все-таки, потому что деньги ты, по-моему, там получал. Более того, он готовился к матчу. Значит, насколько мне известно, там и Морозевич был, Шорт там был, Шорт рассказывал. Нет, Шорт играл с ним матч тренировочный, даже партии показывал там, вот, в принципе, тренировочного матча. То есть подготовка к матчу шла. А дальше происходят какие-то события, для меня просто таинственные, потому что все вроде бы было согласовано. Я там тоже готовился к матчу, там Балагана подтянул, там, значит, у нас идеи были, мы готовились. Должны были в Крыму играть, там, да, уже там выяснялось, какая там резиденция, куда там ехать, как это. То есть, ну, на самом деле, готовились к матчу. Никаких причин, там, почему Пономарев не подписывал, вот, придумать нельзя. На самом деле, на мой взгляд, просто деньги были получены, а Сильвия после... все те, кто там руководил процессом, пришли к выводу, что проводение матча бессмысленно ровно потому, что, ну, как он кончится, было понятно. То есть, скажем так, в подготовке Пономарев не продемонстрировал там тех качеств, которые... Для меня это вообще было шоком, потому что я не понял. Там, я помню, в Москве какие-то пресс-конференции были. Там, вот вся история, она уже 20 лет прошло, она там расплывается. Но совершенно очевидно, что почему-то кто-то не хотел, чтобы я играл матч. Как это случилось, я до конца деталями неизвестно. Но очевидно, что матч просто отменили. Вот это стало для меня как бы уже, ну не то что откровением, но понимал, что вероятно, матч сыграть уже не удастся. А потом еще будет эта история с Касымджановым, но это уже будет, в принципе, агония. То есть 2003 год, он вообще оказался для меня таким годом, когда надо было принимать какие-то принципиальные решения. Да? Потому что, как бы кончились, во-первых, серии побед уже. Ну, и в какой-то мере же наступает насыщение. Человек устает, в принципе. Ну, меня двигала идея матча. Ну, конечно. Уже турниры уже так. Да? Ну, сколько я могу выигрывать? Мне всегда хотелось чего-то нового, интересного. Поэтому я понимал, что рано или поздно чем-то другим займусь. Но пока была идея сыграть, пока доказать, что сильнейший, я там... Да, пульс бился учащенно. Правда, Линарес 2003 года сложился неудачно, хотя я довольно неплохо играл. А до этого, кстати, да, еще надо сказать, что я сыграл уже еще матчи с компьютерами. Это в очках, который? В очках будет в конце, это с Фрицем. А до этого я сыграл с Джуниором. Кстати, очень, очень интересный матч был. Я, в общем-то, я считаю, что там просто был... Боря Альтерман готовил его. Там очень интересно содержательный матч получился. И я там кончился в ничью, но я в третьей партии просто там развалился. Но очень... Там я уже играл хорошо. И, конечно, это не чита был Дипблу компьютеру. Но там я какие-то идеи там уловил. Там, это первая партия, например, скажем, я там в Миране там систему G4 подготовили. Вот я на ней тоже специализировался. Мы очень много вещей смотрели там разных. Вот в Миране я вот эту систему, вот как бы я активно смотрел Е3, BD7, Ферзь C2, слон D6, G4. Кстати, там вот. Я играл потом и с Дипфрицем, тоже получил хорошую позицию. То есть, на самом деле для компьютера тут возникает неожиданно проблема. То есть, мы уже много понимали про компьютеры, поэтому я достаточно неплохо был готов. Там, к сожалению, будет ничья, а потом с Дипфрицем, но из-за очков я там просто проиграю вот вторую партию, когда просто будет зевок, причем я даже помню, когда мы пришли, там вот ладья незащищенная была на F8, поэтому пешку E5 я зевнул, быть нельзя, там ладья висит. И Юра потом мне поставил, говорит, позицию, говорит, на доске ты видишь? Я говорю, да. Говорит, ну как можно ладью без удара? Я говорю, вот пока руки здесь вот находятся, я все понимаю. А там... По-другому, да? Терялось все. Но другое дело, выиграл очень, очень хорошо. А третью партию, вот это когда запотовал машину. Просто. Ну, вообще это выглядело все красиво. Очень красиво. Причем методично. Вот, очень хорошо выиграл партию. Машина, причем долго не понимал, машина не понимала, что происходит. Я сразу опять хороший комментарий сказал. Говорит, компьютер играет как второразрядник, не делающий зевков. Я сразу такие красивые. Второразрядники, делающие зевков. С Джуниором там тоже, я говорю, все партии вот были содержательные. То есть 2 матча сыграл в ничью, но я уже понимал, что это на самом деле как бы, это конец уже как бы вот длинного пути, потому что, да, я играл вроде хорошо, и там, но тем не менее все равно человек не в состоянии нормально уже с ним бороться. А в Линарисе, там, я там проиграл Раджабу в эту партию ужасную. Хотя, надо сказать, он пожертвовал фигуру, как бы, позиция у него была плохая, да, как бы. Ну, главное, что там достаточно просто было. Я
Я помню, как отказался жрать фигуру, я не взять пешку, потому что там момент, можно взять центральную пешку было просто. Я это не сделал просто. Это, ну, опять, ну, уже, видимо, возраст, устаешь, как бы, да. Вот. Потом я выиграл, ну, там я Ананда выиграл в очередной раз. Вот. И кого там я еще там приложил, как бы, да, значит, +1. Я помню, вот, по-моему, это для нас был 2003 год, когда просто, ну, вот бывает, вот какие-то вещи вот не складываются. Вот у меня 2 Линароса было, когда вещи вот реально не складывались. Вот просто вот все вот уже близко было. Вот 3-й, 4-й год они у меня немножко расплываются. Вот это удивительно. Я тоже хотел вам сказать, да, что помню. вы хуже помните 2004, чем 73. Проблемы, знаешь, Линаросов много было. И я вот, понимаешь, вот, когда их много, ты понимаешь, ты начинаешь путаться уже. Какой это был. Вот я 3-й, 4-й уже не могу точно отделить в сознании. Просто помнишь, я 3-м Раджабов проиграл, точно уже не могу. Кто там играл, в каком. Понимаешь, опять и там Широв, и там Иванчук, и там Ананд. Понимаешь, и это все начинает расплываться уже. Понимаешь, их слишком много, и в сознании как-то они начинают, знаешь, спрессовываться. Вот я набираю, по-моему, по +1 оба раза, но количество там невыигранных партий просто там зашкаливает, скажем, ну, какое-то вот несчастье. Но вы уже чувствовали, да, что как-то уже вот, ну... Просто опять, я еще играю по инерции, потому что там еще эта история с Касымджановым идет, ну, там вот, ну, какие-то колесики там крутятся, но все меньше и меньше уже желание играть пропадает. Она не то, что пропадает, но уже нет того драйва. Ну, если просто звание чемпиона мира, как там, я должен матч играть. Я не собираюсь в отборе. Для меня это как бы... Все турниры, все равно, да. А матч становится все более и более таким иллюзорным. Причем, что Пономарев, там, Касымджанов, а потом сыграть матч с Крамником. Отыграться надо же, в принципе. Ну, причем я понимаю, что мне по силам его обыграть, в конце концов. Это интересный матч будет. Но это мне, значит, make a difference. Все время сделать какую-то разницу. Вот что-то менять. Вот как бы и в своей подготовке, и в шахматах, открывать что-то. Вот это был драйв. И пока эта идея вот была, что я мог все-таки сыграть какой-то один матч и выйти, и сыграть с Крамником, потому что, ну, надо же как свести счеты, да. Тем паче, что я понимаю, что все это по силам, как бы идеи есть еще, как бы мне там к 40 уже, но там запаса энергии еще более чем достаточно. Вот Линарос, эти 2, я помню, вот они какие-то получились, ну, там, дико рваные совершенно. По-моему, в 3-м году тоже вот это до конца, вот там не довыигрываю все время. А в 4-м году я просто помню, 2 партии с Раджабом было. Первая партия у меня был вот выигранный, причем я хотел отыграться. Ну, или близкий к выигранному матчу. А во второй просто черными, ну, как можно было не выиграть так, Эншпиль с лишней пешкой. Ну, просто вот в одну калитку. И чудо в конце. Я просто там решил красивее выиграть. Просто, ну, единственную там какую-то идею. Все время вот недополучалось. Оба раза я его набираю +1 и там. Причем в 4-м году, по-моему, просто будет 1 победа. Я даже не помню. По-моему, 1 победа и, по-моему, все ничьи. В 3-м я проиграл Раджабу и 2 выиграл. Я выиграл Пономарева, и в каком-то туре я выиграл Ананда белыми. Да. Потом с Анандом была ничья. Очень интересно. Я имел, по-моему, черными хорошую, опять, теоретическая дуэль. И снова я там новую идею применяю. И близко было. Да, кстати, вот, надо что-то добавить тогда все-таки. 2002 год-то, если уж говорить-то. Последняя Олимпиада моя была. Последняя Олимпиада, которую вообще Россия выиграла. Ну да. Теперь уже не знаю. Да, последняя Олимпиада, которую сборная России выиграла, да. Ну, я могу сказать, я выиграл все Олимпиады, на которых я участвовал. 4 за Советский Союз, 4 за Россию. 6 раз я играл на первой доске. Я последний раз был в 2002 году. Ну, выиграли без вопросов выиграли. Я помню, там такой был забавный инцидент, когда, ну, такие вещи. Не спортивное поведение, но вообще, когда там соглашаются там на ничью в матче, я помню, мы играли с Израилем в предпоследнем туре. Ну, я белым с Гельфандом играл. Значит, там тоже подготовились в русской партии что-то. Вот я уже инициативу захватил тут сейчас значит, уже. А матч складывался не очень хорошо у нас. Я помню, значит, на 3-й доске Халифман с Сутовским стоит, как-то белыми что-то ему не нравится. Там. На 4-м Морозевич с Аурхом вообще, по-моему, какая-то позиция. Ну, да, и у Смирина тоже с Грищуком на 2-й тоже как-то... В общем, всем ничего не нравится. И, по-моему, Халифман подходит, ну, вообще надо, может быть, как-то закончить все это, значит, потому что, вот, как бы... Пора уже. Да, ну, во-первых, мы становимся чемпионами сразу, ну, и всем явно не нравятся свои позиции. Ну, не жалко как-то, да. С другой стороны, команда... У меня там было, что получается? У меня было плюс 5. Плюс 5 у меня было.
Ну, я там борюсь за какой-то результат еще же там на первой доске, значит, плюс еще там, значит, за общий командный, ну, как за перформанс еще. Ну, все-таки я как бы ответственный, как капитан команды, получается, ну, номинально, да. Я сажусь тогда за доску, смотрю на Борю, я говорю, предлагаю ничью. Боря вскинулся. В матче, сказал. Дальше происходит такая очень живописная сцена, потому что Боря встает, те страшно возмущаются, но Боря задавил желание играть. Потом кто-то там жаловался, там, я не знаю, кто-то из конкурентов, что за безобразие, потому что достаточно очевидно было, что происходит. Но что интересно оказалось, что благодаря вот этой ничьей я не попал в зачет на первой доске. Почему? А потому что там по количеству очков, там первое место парень из Зимбабве взял. Который там все. Ну, Да. Но это часто бывает. Да, я не попал. Ребята. Но очень важно, чем страшно его расстроил, потому что я бы тогда оказался там вторым или третьим, и он бы стоял на пьедестале. А так я всего-навсего выиграл перформанс. Потом я ставил один. Не попал. Так вот, я говорю, Линарес, 3-4 год, вот 2 Линарес, когда действительно вот как бы все против меня было. В 3-м году, значит, мы, действительно, большая подготовка была летом. Хорошо, в принципе, сыграл командам первенства Европы. Матч 4-4, причем там прекрасные партии выигрывал. В 2002 году, правда, значит, если во второй год вернуться еще, там был турнир какой-то ФИДЕ, когда там уже примирение наступило. Я сыграл в турнире ФИДЕ в Москве. Я его выиграл. В четвертьфинале с Грищуком был тяжелый матч. Я выиграл. В полуфинале Халифмана. А в финале Раджабу. Раджабу достаточно легко я обыграл в финале. А потом был матч, худший мой перформанс был в «Рапиде», в России сборной мира. Да, кстати. Просто там и вы, минус 2. Не, ну я и там, Крамник ужасно Крамник, в общем, минус 2 набрать, действительно, как-то опять тут не складывалось. Как-то просто Полгода проиграл еще. Проиграл Полгорода, единственную партию, да. Она страшно гордая. Все вспоминают. У нее там у нее дома даже висит просто полотно. Причем я Берлин сыграл. Надо же сыграть. Сыграть Челябинский просто. Значит, нечего было Берлин играть. И просто мы с ней играли, я помню. Знаешь, на самом деле, я думаю, что она была у нас в 2001, что ли, году. Кажется, мы с ней играли тренировочные партии. Как блиц играли. Я играл с ней регулярно вот эти Берлины. Она очень плохо играла, поэтому надо сыграть. Но она подготовилась и, в общем... Берлин все-таки не мой дебют, как бы, не для меня дебют, все черными. Да, еще, кстати, с Пономаревым прекрасную партию мог выиграть. Там. Вот момент, когда считал, понимаю, что вариант выигрывает, но не могу досчитать до конца. Кстати, если говорить про варианты досчитать до конца, это история 96 года. Мы, по-моему, ее проскочили в Лас-Пальмасе. Я когда играл с Анандом в 4-м туре. Я даже могу вспомнить, значит, Ананд же там тоже... освоил Найдер, черными стал играть. Так что тоже... Значит, я пошел слон Е2, Е5, конь Б3, слон Е7. Значит, рокировка. Король H1. Это тоже мы начали с Юрой анализировать. Систему Б5, А4. Слон Б7, конь Д5. Вот это такая идея была. Значит, здесь... И она здесь он подготовил, такая довольно странная идея. Слон С6. Он сыграл здесь. Ладья А3 пошел. Конь Е4. Конь А5. Конь F6 пошел. Она здесь. Кстати, здесь была здесь С4, там тоже так паковать. Но я, конечно, играю немножко по-другому. У меня тут другие планы были. Я пошел здесь. Сейчас я пойду. Слон С4, по-моему, пошел здесь я. Конь Д4, ладья H3. Готовимся мотовать. G6, ферзь D2. Готовимся. Значит, конь F5. Я начинаю считать варианты. Значит, понятно, здесь надо сейчас надо побить, значит, конь F5. Значит, можно взять слон D5, можно пойти. Он должен быть качество отдавать. В принципе, значит, да. Качество лишнее, техническое позиция. Но можно еще побить и пойти G4. Теперь он есть он должен хоть ферзь C8, в принципе, здесь. Слон D5. Конь H4. Вариант форсированный здесь. Это я сейчас почти вспоминаю. Конь H4, ладья G1. G5.
Ферзь за 6 бросает. G5. Если ферзь уходит, то G5 сам я хожу. Не может. G5. Ладья H4, G5, слон G7, G6. Ладья G6 там выигрывают белые просто. Там просто будет матовая атака. Значит, ферзь F5, G, король H8. Вот я до этого досчитал. Ну, я не вижу выигрыша. Ты дошел до этой позиции, не вижу выигрыша. И мучить. Чувствую, что вот это правильное направление. Вот туда надо идти. Как бы. Но не вижу, я же не вижу выигрыша. Что могу сделать? Вот. Ну и в итоге, значит, я уже думал, хорошо. Все, значит, ничего. Все, турнир ответственный, все-таки я не могу рисковать. Взял, значит, хожу, значит, здесь слон d5. Она с облегчением. Он не знал, просто слон G7 убегает, помню, слон А8. Или, нет, не слон G7. H5. H5, конечно, сразу. Слон А8, ферзь А8. Ну, тут я еще как бы вот чувствую, что что-то выпустил, да, еще. Тут я еще как бы делаю еще в какой-то момент где-то там, типа c3, ферзь c6, как-то ладья d1, я еще под d5 подставляю, ферзь d5, ладья d8 еще. И даю ему пешку на d4 поставить. Ну, в общем, осадок остался, да, как бы. Долго играли, я там пытался выиграть, но Ананд очень хорошо защищался. Кончается партия, мы садимся анализировать. Юра подходит, говорит, что такое? Говорит, почему? Взял, что такое, говорит, в принципе, это. А G4, я говорю, ферзь C8, слон D5, конь H4, ладья G1. Я говорю, ну тут, видимо, G5 пойду черным. Он говорит, взял, G5, слон G7, G6, король H8. То есть, ферзь F5, в смысле, здесь, GF, король H8. Он говорит, да, ну, слон А8, ладья А8, ферзь d5, ладья F8, слон H6. И все, у меня партия закончилась, да. И я вот тогда понимаю, что на самом деле же это очень интересный такой момент психологический. Брать нельзя ладья G8. Да, все, да. Все, что мне нужно было в тот момент, вот это вопрос о подсказке, что выигрывает. Все, я бы нашел, естественно. Я же не знаю, выиграть или не выиграть. Это же не задание там, значит, в этом и сложность. Да. То есть все, что надо было, просто не надо подсказывать ничего. Сюда. Иначе направление. Иди сюда. То есть вот это момент, вот я как бы вот сейчас его вспомнил, потому что это на самом деле такой вот важный, ну, психологически важный как бы момент, когда вот шахматист должен какое-то решение принять, тяжелое, большое решение, вот, и ты не знаешь. Вот я просто помню вот этот расчет, вот я говорю, я посчитал варианты. А потом там зевок одноходовый в лучшей позиции с Хузманом. Просто подставить сразу все. Проиграть, имея 4 из 4, причем я думаю, что я выиграл. Просто надо было... Ну, наступает тоже какие-то начинаются уже обвалы. Просто психологические обвалы, когда просто все отключается. С Пономаревым эту партию вспоминал. Когда тоже вот схожая ситуация была. Вот. Ну, там рапид был, там еще мало времени было. И я понимаю, что там есть выигрывающая комбинация, но опять, и ничья получается. Жалко. Потому что там как бы мог по крайней мере, хоть и Пономареву выиграть. Немножко реабилитировать себя за позорное такое выступление. Ну, кстати, потом будет Олимпиада. Потом я на Олимпиаде реабилитируюсь. Значит, наберу свои там плюс 6 и все-таки обеспечу золото команде. 2003 год, эти матчи были. 2004 год. После Линареса был Рейкьявик очередной. Там я играл плохо. Вот. Ну, выиграл. Кстати, последняя моя какая-то победа была. Сутовский там ко мне приставал и говорил, что... Когда вы там что-то последний раз выигрывал? Я говорю, не помню. Когда уже выигрывал, там давно это все было, играл так себе. А там самое знаковое событие в Рейкьявике было, что там с Магнусом сыграл. Там, это был рапид. Сначала был блиц. Да, 16 человек нас было. Мы играли в блиц. А потом, соответственно, первый играл с последним, второй с предпоследним и так далее. Я там набрал, по-моему, очков 12, что ли, в блиц. И занял второе место. Там какой-то Аронян играл там просто. Новая звезда. Причем у нас, я там, выигрывал кучу партий просто, значит, да, остается там до конца там 3 тура. Я говорю, Юр, он говорит, ты знаешь, ты там делишь первый... С кем я делю первый? Вот, и так потом я ему проиграл. Я там играем, причем я какую-то там новинку нашу в Немцовиче применил. Вот.
И надо ничего было делать. Ну, я как, ничего, что было. И в итоге я проиграл ему, значит. Но я там все равно, там, может быть, даже 12,5 набрал. Что-то я набрал очень много очков просто, реально, может быть, 13, я не знаю. Но он набрал на очко больше. Значит, он взял первое место, я второе. А Магнус я обыграл в Блиц, кстати. Но Магнус занял предпоследнее место. И мы играем в первом круге. Вот. В быстрой, да, Рапид. Да, Магнусу неприятно все как-то, знаете, как бы вот... он там... Только там входит в большие шахматы. Вот. Там был Кембридж Спрингс, я там неудачно, я в какой-то момент просто не очень неудачно сыграл и получил проигранную позицию. Ну, начал сопротивляться сильно. Ну, мне все-таки еще не хватило. Техники не хватило, чтобы выиграть. Вторую я уже там заправил. Там, он там еще страйдиску со мной сыграл. Без он Карпова обыграл, да, такой. Ну да, но тут... Мини-сенсация до сих пор это все это возбуждает. Потом я выиграл у Тимона. Вот. Потом совершенно плохой матч я выиграл. Ну, как, в общем, тяжелый. У Нильсона, который, как Юрий, PH Нильсон, Питер Хайне. И финал у Шорта совершенно безнадежную позицию, первую партию, черными. Хотел сдаться уже, но тут усилием воли заставил себя продолжить борьбу. Усилием воли заставил себя выиграть. Да, продолжить борьбу. И потом вот этот матч с Касымджановым начинает вырисовываться, потому что он там выигрывает эту... Что там? В Ливии, там, где там... Да, в четвертом году. В Триполи, да, в 2004 году. Какие-то там возникают иллюзии, но... В общем... Начинаю понимать, что не то уже... И снова играл в командном первенстве. Я очень плохо играл. Единственное, что у Широва выиграл. Ну, там ухитрился там кому-то... Кому я? Рублевскому проиграл. Ну, там, на самом деле, не имело значения, потому что я играл без всякого, как говорится, интереса, огонька. Потом зажегся, как бы, единственное, что, когда вот первенство России появилось, вот там еще Карпов должен был. Первый суперфинал чемпионата России. Карпов, Крамник. Ну, я думаю, ну, вот сейчас вот подготовился. Ну, ни Карпова, ни Крамника там не оказалось. Не оказалось. Но, правда, по инерции еще там все-таки... Плюс 5, первое место. Да. Ну, причем там хорошие партии были. Там в первом туре я у Бареева выиграл, потом какие-то 3 ничьи было, какие-то такие были ничьи. А потом выиграл 4 штуки подряд. Выиграл у Дреева очень тяжелую, такую длинную такую партию. Вот. Потом Сушковскую проигранную бойцу выиграл. Потом у Пети выиграл. И еще Тимофеева там до кучи. Морозевич не обыграл, имел выигранную позицию. Очень тоже интересная партия была. Вообще содержательная была. А потом с Грищуком спасся. Но уже первое место взял. Уже вот там вот та сцена, о которой я уже говорил, что приходит мой там 8-летний сын, и я вдруг понимаю, что, ну, пожалуй, все уже. Никаких там матчей не будет. А что мне дальше делать? В чем смысл? Надо чем-то заниматься более интересным, куда приложить куда-то свою энергию. Потому что, ну, понятно, что шахматы там всякие, там, Каспаров сейчас Foundation, мы уже начали уже процесс, проект в Америке уже там, значит, ну, много каких-то еще других вещей с шахматами связанных. Да, ну, мои великие предшественники, там, мы с Плесецким пишем там активно. Но это одна история, а профессионально играть, ну, в чем смысл? Потому что требуется огромное напряжение. Я уже понимаю, надо больше уже времени, компьютеры, там все, ну... А зачем? Никто мне матч сыграть не даст. Ну, Линарес контракт подписан, надо сыграть. Но я, правда, никому... Мама только знала, Юрий ничего не сказал, чтобы просто он не сильно расстраивался. Он узнал перед последним туром, когда я ему сказал перед последним туром, что... Это последний турнир, да? Как бы, да, это, знаешь, это как бы на этом все завершается, как бы, да. Он был в шоке. Линарес я хотел просто выиграть, завершить красиво. Получилось, может, не лучшим образом, вот, но, тем не менее, все равно турнир неплохо играл. То есть такая вот. Хотя вот этот, ну, ощущение странное такое было. Вот. Ну, там было несколько хороших партий. Вот. Ну, вот можно посмотреть под партию с Адамсом тогда просто как бы для завершения, потому что это как раз последняя победа турнирная. И не случайно в Найдорфе. Слон Е3, Е6, слон Е2, ферзь С7. Ферзь D2, B5, A3, A3, слон B7, F3, конь C6. Конь C6 важный ход. Это вот идея была новая. 3-0. 3-0. B4, да? B4. Вот эту идею мы придумали. А быком B4. Да. Вот. G4, да? G4, да. Конь D7, да? Или слон E7? Слон E7. Слон E7, G5. Конь D7. Конь D7. H4. H4. Рокировка. Конь C5. Конь C5 Конь C5, да. Конь C5 пока. Король B1, ладья B8. Готовимся тоже. В засаду встал. Да, как H5. Да, H5. Рокировку здесь. Пожалуйста.
Как с Мовсисяном. Да, просто он хочет G6, да, G6, слонов 6. Да. Вот это DG1. Вот в этот момент, как бы, ну, Микки считал, он тоже у меня же ни одной партии не выиграл в классику. Я ему сеанс проиграл, когда он там маленький был еще, там, в 88 году. Вот. А так это самое. А в классике у него всегда были проблемы. Вот это DG1. Вот. Но здесь я сделал, конечно, вот ход, которым гордиться можно. Да. На самом деле, понятно, что рано или поздно белые прорвутся. Но, с другой стороны, здесь же тоже что-то должно происходить. Вот. И, значит, ну, надо сделать ход, подготовиться. Слона 8. Он был шокирован, потому происходящим, что... да? Нет, ну потому что как-то... Ну все, ну как-то сейчас же должны же белый мат поставить. Ну, мат не ставится, а это тоже... Это тоже реально все. Значит, ну, партия продолжается 5 или 6 ходов. Да? Просто да, потому что как бы он впадает просто... Слон же 5 пошел здесь. Да. Слон Е5. Не меняемся. Нет, ну, естественно, конечно, слон Е5. Вот. Ну, дальше GH, там плохо ход был сделан уже. Да. Но он не знал, что делать. Здесь еще белые еще спасаются, по-моему, здесь. По-моему, может быть, слон F4. Ну F4 типа единственная альтернатива. F4, да? Да. Ну вот мне казалось, что после этого какая-то ничья должна получаться. Там какие-то безумные осложнения, но будет ничья. Да, ну вроде как надо это тут... Ну да. А F4 там конь E4, да, по-моему, здесь? Конь BD3. Или, конь BD3 еще есть. Конь BD3, еще такой ход есть. В общем, тут... Хватает всего здесь. Да. В общем, весело. Вот. Но, у него просто здесь голова поехала просто. Я просто помню, когда Влад DG1, он был очень доволен. Просто. Да, я подумал, пошел слон 8. И коллапс. Просто коллапс, да. Да, слон G5, слон E5, ну, GH, король H7, ну, тут король тут... Причем важно, обычно же черный оставляет пешку тут, а тут... Да. Значит, а я просто забил, а что, какая проблема? Зачем отдавать ему лишнюю? Так, оказывается, что ничего. Да, все. Теперь уже... B3, да. Ну, конь B3, конь C2 теперь. Да. Просто. Тут все кончается очень быстро. Вот. Конь C5. Конь C5, конь C5, конь А3 шах. Конь А3 шах сначала. Да, конь А3 шах. Король А2, ферзь C5. Ферзь C5. Он даже... Конь А4, что ли? Да, конь А4. Конь С2. Конь С2. Конь C5, ладья B2 мат просто, да? Все учтено. Король B1, ферзь А3. Сдался. Ферзь А3, ферзь А3. Ферзь С2 для С8, да, просто? Да. Угу. Колоссально. Ну да, то, что здесь ничего не происходит, это странно. Ну, дальше там я уже я что-то начал смотреть перед партией с Ананом, потом я понял, что мне так расхотелось играть, как бы. Дальше я предложил, почему она говорит, я предложил до партии ничью уже, просто я сказал, что мне неинтересно, да, как. Он был так счастлив вообще, просто. Вот. Я думаю, что, конечно, выиграл бы, если играл бы. А потом партия с Топаловым, ну, там действительно... Опять психологически. Я неплохо играл, но психологически как тяжело все равно, как бы, вот, турнир. Во-первых, турнир, я свой трофей я уже получил. Проигрывать не стоило эту партию. Вот, но, тем не менее, я уже точно знал, что я собираюсь сделать. Да, но это был большой шок, конечно. Опять, на самом деле, вот сейчас мы столько с тобой говорили, часов говорили, в принципе. Для меня это логично было совершенно, потому что... А что еще доказывать можно в жизни? Ну, я помню еще в далеком, 90 каком-то там... 94-м или 95-м году Николич. Мы с ним разговаривали, он говорит, а что ты так это самого так дергаешь? У тебя результаты просто такие... Ну, 94-й год был там уникальный. Что еще надо доказывать в жизни? Вот, ну, для меня все равно сам процесс как бы работы, чтобы доказать что-то, он является как бы главным двигателем. И с какого-то момента стало ясно, что наступил тупик. То есть, в принципе, а что еще делать? Вот, единственная цель была сыграть матч с Крамником и отыграться. Просто тем более, что я понимал, что такое, это возможно в шахматном плане. Но когда стало ясно, что все звезды там стали против меня, дальше надо было искать другую платформу для того, чтобы самовыразиться. При том, что все равно, как говорится, там, шахматы остаются важной частью, составляющей жизни. Там я немножко играю, потом все-таки Каспаров сейчас Foundation, даже пытался баллотироваться в ФИДЕ, что была не лучшая идея, конечно, это, я считаю. Пожалуй, самое лучшее, что случилось, что я не выиграл эти выборы. Вот, что я мог сохранить свою независимость, потому что стать руководителем организации, которая настолько, я не скажу бессмысленно, но уж точно коррумпирована, это вряд ли бы повысило мое реноме. Кроме того, можно сделать много для шахмат, не будучи скованным
разного рода формальными обязательствами.